На что вы спорили, господин Талер? На грош, барон? Болваны! Вы могли спорить на все мое состояние! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Проданный смех» 1981 года – советский двухсерийный детский музыкальный телефильм, снятый по мотивам сказки Джеймса Крюса «Тим Талер» или «Проданный смех» 1962 года на киностудии «Беларусьфильм» Леонидом Нечаевым, режиссером фильмов «Приключения Буратино» 1975 года и «Про красную шапочку» 1977 года. Нечаева считают одним из лучших режиссеров детской киноиндустрии 70-80-х годов. Премьера фильма «Проданный смех» 1981 года состоялась намного позднее, летом 1988 года. Говорят, что причиной, по которой сказку так долго не выпускали на экраны, было то, что киноначальству она показалась слишком буржуазной и прозападной. Фильм «Проданный смех» 1981 года нельзя назвать экранизацией, поскольку в нем есть множество расхождений с книгой, а некоторых персонажей режиссер Леонид Нечаев придумал сам. Но основная сюжетная линия осталась такой же. Богатый барон Трейч, его имя справа налево читается как черт, о чем говорится в книге и не упоминается в фильме, заключает договор с бедным гамбургским мальчишкой Тимом Талером. Тот отдает ему свой смех в обмен на способность выиграть любое пари и за счет этого разбогатеть. Жаль, что я не мог доставить себе удовольствие побывать на собственных похоронах. Фильм «Проданный смех», актеры и роли. Саша Продан, Тим Талер, главный герой. Павел Кадочников, барон Чезаров, впоследствии Чарльз Трейч, главный злодей. Евгения Григорьева, Габи, старшая дочь госпожи Бебер. Анастасия Нечаева, Мария, младшая дочь госпожи Бебер. Вадим Белевцев, Эрвин, сводный брат Тима. Наталья Гундарева, госпожа Бебер, хозяйка булочной. Екатерина Васильева, мачеха Тима. Надежда Румянцева, Эмма Рикерт. Юрий Катин-Ярцев, Христиан Рикерт, директор пароходства. Гасан Мамедов, Крышемир, горец. Александр Галевский, Джонни, рулевой парохода «Дельфин». Игорь Дмитриев, первый человек из свиты Трейча, намагниченный. Борислав Брандуков, второй человек из свиты Трейча, фотограф. Марк Айзекович, третий человек из свиты Трейча, шофер. Федор Никитин, школьный учитель Тима. Леонид Бакштаев, отец Тима. Выход есть наверняка из любого тупика. Есть неведомая сила, чтобы нам беде назло. Все прощалось и сходило, и давалось, и везло. Растяпаны, конечно, и родили мы, и нам любая кажется беда. Невероятной и неотразимою, но как-то все обходится всегда. Режиссер Леонид Нечаев встретил претендента на роль Тима Талера на улице. На тот момент он не знал, как зовут мальчика, и очень удивился, что главную роль в «Проданном смехе» сыграет юный актер по фамилии Продан. Снимали сказку «Проданный смех» в Таллине, ведь нужно было показать на экране Германию в 20-х годах 20 века. Роль Тима Талера далась Саше Продану нелегко. Смешливому от природы мальчику приходилось держать лицо в кадре, ведь его герой продал свой смех. Он постоянно жаловался режиссеру Леониду Нечаеву: «Дядь Лень, у меня болит лицо, я больше не могу». Младшую дочь фрау Бебер Мари сыграла Анастасия Нечаева, дочь режиссера «Проданного смеха». В детстве она снялась в 5 фильмах, но в будущем не стала продолжать актерскую карьеру. Мама, пусть птица помолчит. Что она говорит? Лично я не понял. Понял. Я? Ты, дорогой. Боже мой, как мне с вами скучно. Мама, пришла пора нести его на базар. Я понесу клетку. Можно? Надорвешься. Музыку для фильма «Проданный смех» 1981 года написал известный советский композитор Максим Дунаевский, принявший участие в создании почти 40 кинокартин в соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым. Режиссер фильма «Проданный смех» Леонид Нечаев снялся в роли капитана Дельфина. Сцену на ипподроме снимали в Пятигорске. Посадку на лайнер в яхт-клубе в Одессе. Роль трансатлантического корабля исполнило учебное судно «Экватор». В фильме «Проданный смех» 1981 года не упоминается игра слов имени барона, в то время как в книге его фамилия читается не как Треч, а как Трёч. В какой-то момент Тим читает это наоборот и обнаружит, что фамилия барона в таком виде произносится как черт – Лефьюит Тойфел.
Ой, я бедный отец. Если бы кто-нибудь рассмешил принцессу, я тут же отдал бы ее ему в жены. Полкоролевства. И полкоролевства. Что полкоролевства? Предать! Фильм «Проданный смех». Сюжет. Фильм «Проданный смех» начинается с веселой прогулки Тима. Саша продан, его отца Леонид Бакштаев по улицам города. Но, увы, вскоре жизнь посылает главному герою слишком суровые испытания. Его любимый отец умирает, и мальчик остается совсем один. От отчаяния Тим знакомится со странным мрачным человеком, которого зовут барон Трейч, Павел Кадочников, и заключает с ним сделку. Теперь мальчик способен выиграть любое, даже самое немыслимое пари, но в обмен на это ему приходится отдать барону свой смех. Поначалу Тим невероятно рад такому повороту событий, ведь он сможет выигрывать сколько угодно денег для мачехи Екатерины Васильевой и сводного брата Эрвина. Но очень скоро он понимает, что не все можно измерить деньгами, дружба и добрые отношения от них не зависят. Друзья отворачиваются от Тима, уверены, что тот стал чванливым зазнайкой, не желающим проявлять дружелюбие. На самом же деле бедный Тим просто не может больше не улыбаться, не смеяться тем смехом, который так радовал всех. Когда Тиму кажется, что во всем мире больше нет ни одного человека, желающего иметь с ним дело, снова появляется загадочный барон Трейч. Теперь он не выглядит таким мрачным и нелюдимым, ведь у него есть улыбка Тима Таллера. Барон милостиво решает помочь мальчику найти новый дом и начать жизнь заново. Но что движет им, настоящая доброта или тайные помыслы? Так или иначе, Тим решает, что единственным настоящим выходом для него может быть расторжение пари и возвращение смеха. И начинает заключать все более и более невероятные сделки, споря о том, чего не может быть никогда. В этом ему помогают его верные друзья Горец Крышемир, Гасан Мамедов, Рикер, директор пароходства, Юрий Катин-Ярцев с женой Эммой, Надежда Румянцева, и рулевой Джонни, Александр Галевский. Им удается найти решение, заключив всего одно лишь пари. Не пугайте меня, барон! Вы проиграли! Хватит! Больше вы меня не увидите! Эпизодическая роль отца Тима, который поминутно морщится от боли в сердце, но при этом остается неунывающим весельчаком, оставляет почему-то очень сильное впечатление. Чарльз Трейч, обладатель необычной фамилии, здесь предстает именно тем, кем является. Далеко не простым злым волшебником, как его стыдливо называли в аннотации к фильму, а настоящей демонической сущностью, в которой чувствуется сила, настоящая, зловещая, враждебная и всеразрушающая. И в этом заслуга великолепного актера Павла Кадочникова. Фильм произвел на меня огромное впечатление, он получился потрясающим, захватывающим и интересным как детям, так и взрослым. Я скажу вам откровенно, совершенно откровенно, что в слезах там все утонет через 3-4 дня. Но исправится мгновенно, все исправится мгновенно, если в Африку возьмете вы меня. Тихо! Тихо! Костюмы и декорации прекрасны, атмосферу загадочности авторы фильма очень здорово передали. Советую картину к просмотру и обязательно покажите его своим детям. Фильм «Проданный смех» 1981 года вам обязательно понравится, но воспринимать его как серьезную, полностью достоверную и передающую смысл книги экранизацию все же не стоит. Просто получайте удовольствие как от отдельного произведения искусства. Едва заслышав слова и мелодию замечательной финальной песни, кто бы что ни говорил там, выход есть наверняка. Из любого лабиринта, из любого тупика. Уже не могу выключить фильм «Проданный смех». Все получается, только кот не получается. Ну послушайте. Я согласен. Убейте меня. Из всех взрывов я признаю только взрыв смеха. Пусть даже и на моем уровне.